Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Примерно месяц назад я ездил в город Нагоя в префектуре Айчи и снял несколько видео. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями о Нагое и сравнить его немного с Токио. Нагоя – четвертый по населению город Японии, являющийся также одним из крупнейших портов страны восходящего солнца. По статистике на 2014 год в городе проживает более 2 миллионов человек. Из-за того, что Нагоя расположена между Токио и культурной столицей Киото, город часто называют Чукё, что дословно можно перевести как «срединная столица». Город Нагоя расположен в 340 километрах от столицы, и самым быстрым вариантом добраться до него является Шинкансен, на котором можно доехать от станции Токио всего за 100 минут. Билет в одну сторону стоит 11 тысяч йен. Можно, конечно же, доехать на обычных поездах, автобусе или же на машине, но по времени это займет 4-5 часов. В Нагою я поехал для заключения контракта с группой Nobody Knows, для того, чтобы они выступили в мае на фестивале RAMP 2016. Отличные ребята, посидели до самого утра в изакая, который владеет один из членов группы. Когда я только ехал в Нагое, я даже не представлял себе, что это за город, поэтому был приятно удивлен. Улица, на которую выходит центральная станция города, напоминает главные улицы Токио, и на первый взгляд особых отличий нет. Все те же высокие дома с сотнями рекламных вывесок, множество такси, тянущихся вереницей, и японцы в неизменно белых воротничках. Но стоит посмотреть поближе, как понимаешь, что ритм жизни здесь совершенно отличается. Люди какие-то более расслабленные и никуда не спешат. Все спокойно идут по улице, общаются между собой и смеются. Пообщавшись с жителями Нагоя, сложилось впечатление, что они более открытые, нежели жители Токио. Конечно, может быть, просто так кажется, но все-таки в Японии люди сильно отличаются от префектуры к префектуре. Даже по ТВ часто показывают передачи о разнице диалектов и менталитета жителей страны восходящего солнца. Например, японцы, проживающие в Осаке, спокойно могут выразить свое недовольство кому-то или попросить сделать цену ниже. А вот в Токио японцы, скорее всего, просто промолчат, даже если им принесут не то блюдо, которое они заказывали. Так и в Нагое люди кажутся более улыбчивыми и приветливыми. Еще обратил внимание на то, что улицы довольно просторные и вообще много свободного места. Тут и там разбиты небольшие скверы и парки, в которых я не заметил табличек, запрещающих играть с мячом. Почему-то в Токио в большинстве парков почти ничего нельзя делать, о чем говорят многочисленные таблички. Не играть с мячом, не кататься на велосипеде или скейте, не есть и так далее. Большинство ресторанов и баров являются частными, а не сетевыми, и сами размеры заведений куда больше. Возможно, конечно, из-за того, что в городе живет в 10 с лишним раз меньше жителей, чем в Токио, но все же это сразу замечаешь. В другом своем видео я уже рассказывал о стоимости жилья в Нагое, в котором мы вместе увидели, что тут можно снять квартиру в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем в столице. А если еще и отъехать от центра города, то будет совсем недорого. Город большой, поэтому проблем с работой здесь возникнуть не должно. Уровень жизни на высоте, а средняя зарплата чуть ниже, чем в Токио. Но с другой стороны, и жить тут куда дешевле. Если обобщить мое впечатление о Нагое, то можно сказать, что этот город является моим представлением о Японии. До того, как я сюда приехал, я представлял себе именно такие улицы, таких людей, и в целом именно так выглядит страна восходящего солнца в различных японских фильмах. Спокойная, размеренная жизнь, добрые приветливые люди, красивый город и дух старины в мелочах. Лично для себя я решил, что хотел бы пожить в Нагое хотя бы неделю, чтобы проникнуться этим местом. Из всех городов, что я пока что видел в Японии, он мне понравился больше всего. Хотя, может, я просто еще мало видел. Кстати, в изакае познакомился с местным жителем, которого все называют Хаяо Миядзаки, потому что он и правда на него похож. И вот Миядзаки сказал мне, что раньше жил в Токио, но потом переехал в Нагоя, потому что тут жизнь более спокойная. Японцы вообще не особо рвутся в столицу, потому что в целом почти во всех городах высокий уровень жизни, и везде можно найти свое место. Поэтому, друзья, если вы думаете жить в стране восходящего солнца, вам не обязательно ограничиваться Токио или Осакой. Вполне можно выбрать себе место по душе. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось.
Впереди будет еще много всего интересного. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ну и, конечно же, ставить большие пальцы вверх. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.